Дамы и господа, добро пожаловать на первый всероссийский турнир по рыбоприкладству. Мы находимся в баре Crazy Daisy в городе Москва, и это третий сезон «Дань леща». Итак, первые участники битвы за статуэтку «Золотой лещ» — это действующий чемпион Данила Рыжий Хлыст Поперечный и темная лошадка турнира впервые в нашем состязании Юрий Музыченко. Поприветствуем участников! В третьем сезоне правила усложняются. Участники ходят по очереди. У каждого будет только 1 минута, чтобы рассмешить оппонента и ответить ему в конце смачный удар ладонью. Вот так вот делать нельзя. Если по истечению минуты никто не засмеется, то леща получает атакующая сторона. Итак, последний раз взгляните на эту прекрасную статуэтку. Возможно, она по итогу достанется кому-то из вас. Вряд ли Юре, конечно. Итак, приветственное слово. Данила, что вы хотите сказать перед началом боя? Вопрос. В правилах запрещено показывать гениталии? Протестую. Это, да или ща, здесь можно все, нельзя делать только одну вещь. Ни в коем случае нельзя смеяться. Походу, изи каточка будет. Юрий? Меня все устраивает. Ну что ж, камень, ножницы, бумага решит, кто играет первым. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Итак, первый ход за действующим чемпионом «Дай леща» Данилой Рыжим Хлыстом Поперечным. Тихо. Итак, время пошло. Знаешь, что меня, блядь, рыжий хлыст называют? Вот почти потому же... Бля, это сложно. Я понимаю, что это пиздец. Ты можешь со мной разговаривать, между прочим. Не хочу. Почему ты не хочешь? Что у тебя с губами происходит? Господи. Это считается за оскорбление судьи? Нет, пока еще никаких звуков не было. На самом деле моя тактика простая. Надеяться, что он не покажет яйцо и, короче, сдержать натиск. Очевидно, Юра сдерживается, но пока удар держит. Время заканчивается тем временем. Ну, короче, такая же тактика. Бом. Прошла мимо, Итак, видно, что мужские гениталии не удивляют Юрия. Так. Может быть, есть Может быть, другие с правой гениталии? стороны надо показать. Итак, Вы знаете, мне очень приятно. Первый лещ в этом сезоне. подожди. Блядь. Первого леща в третьем сезоне «Дай леща» наносит Данила Поперечный. Тишина. Блять, он только что показал мне яйца и по лицу еще даст. Кошмар И какой-то. все бесплатно, представляешь? Кошмар какой-то. Это было... Чего он тебя пидорасом жестяным назвал? Почему? Охранников напустили сюда. Охранник пьяный, блядь. Это было неплохо, но сейчас Юрий нанесет ответный удар. Или получит еще одного леща. Итак, вы готовы? Нет. Ухмылки убрали с лиц. Главное, не вздумайте делать вот это все. Поехали. Позавчера купил чупа-чуп с дочки. Ну, ты знаешь. Можно сказать до конца? Там яйца показываются в конце после этого? Нет. Я могу тебе, конечно, показать, если ты хочешь. Но я хотел бы рассказать историю до конца. Давай.
Про дочку. Я, Чупа-Чупс, дочка, вся ночь. Нет, боюсь даже говорить тебе. Это вот это была ваша секретная тактика, долбоебы? Опа! Он же только что открыл полностью рот и смеялся. Улетит Хорошо. на девяточке. Че, все, что у тебя есть? Да я не могу просто так шутить. Фух, ладно, реально, с дочкой ходил в баню, выбежал из парной. Ну ты улыбаешься, 10 ты секунд смеешься. осталось. Выходил из парной, она увидела мои яйца и сказала: о, динь-динь. Она мне так каждый раз говорит. Время! И ты называешь себя клоуном? Да Итак, твои яйца смешнее, чем ты, ёб твою мать. Так как понимаю. это все превращается в жалкое зрелище, потому так что нечестно, но он же второго леща смеялся. наносит Данила. Рыжий, кто-то там поперечный. Выбирай. В какой руке? В этой. Фу, сволочь. Ты, может быть, не знаешь правил? Смеяться не надо, за это бьют. Да, понял. Надо смешить его, вот чтобы он так делал. Не было. Ты сможешь. Итак, Данила, ваш ход. Не хочется тебе уже играть в эту хуйню, да? Нет. Короче, я так... Не подозреваю. разговаривайте с судьей. Я так подозреваю, тебе расскажу. Да. Хуй с тобой. У нас как бы 4 раунда. 2 уже за мной. Мне, в принципе, терять нечего сейчас. Так, В принципе, я могу 2 раза просто промолчать и не позориться. так. Колбаску не показывать, помидорки засветил уже. Оставить на следующего оппонента. Ну все, пизда тебе. Единственное, что ты сможешь сделать... Итак, Данила уверенно идет на получение своего первого леща. Чуть не сорвался, блядь. Я, короче, себе уступлю. Лещ будет... Атака! Данила, 10 секунд. Ты отвернулся в этот момент. Вот это когда ты делал, я отвернулся. Ты яйца не показывал, главное, скажи мне. Соперники уверенно деградируют. Есть такая хуйня. Время! Есть. Ну что, Юра? Лещ, как это? Посмотрим, какого козыря Юра держит еще у себя в штанах. Итак, его первый Если он лещ. третье яйцо покажет, это будет пиздец. Ты выиграл. Все, время закончилось. Все? Господи. Поддержим новичка! Это его первый лещ. Давай, братан. Это так приятно. Давай. Так приятно. Только в глаз не попади. В какую сторону? Просто я хотел бы перед тем, как ударить тебя по лицу, показать тебе яйцо. Можно? Я в камень превращусь. так. Разрешается. Это очень приятно. Возможно, это первый и последний раз. Я хочу насладиться. Спасибо. Спасибо. Чего, блядь? Чё? Пам-пам. Какие нахуй 10 раундов? А у тебя будет 2? Кто сейчас ходит? Музыченыч. Точно? Потому Точно, что, по-моему, да. сейчас внезапный лещ! Чурги! Хочешь узнать успех моего секрета? Да. Ты подслушал, что он говорил? Ну да, если бы да. Ну, блин. Итак, это новое правило в 3-м сезоне «Да, леща». Внезапный лещ. В любой момент я могу крикнуть фразу «внезапный лещ», и кто из участников Подожди, не это успеет крикнуть «чур, не мне», тот получает бонусного леща. Это считается за балл? Да, конечно. Это считается за балл. Ой, блядь. Ты взбодрился? Нет, я чувствую себя униженным. Счет 3-1, ход Юрия Музыченко. Каким ты на меня перегаром только что пахнул. Каким? Вонючим очень. Это вчерашний, потому что он испортился. Вчера как пахло. Вчера пахло лучше, конечно. Это же был Позавчерашний. свежачок. Позавчера я не пил. Как хорошо, что мы ограничены 1 минутой. Ну, блин, ну он же улыбается вовсю, постоянно. Ты можешь вставать, ты можешь делать с ним все, что угодно. Ты не Чё? привязан к стулу. С какого хуя правила накидываются на ходу?
Ты можешь гвозди ему в пальцы Ну, забивать? знаешь ли, ты вообще взял и в первом ходу мне яйцо показал. Яйцо. Друзья, я чего-то стою, я рассмешил поперечного. Пам-пам! Да мне даже и яйца смешат, и разговоры о них тоже, типа. На исходную. Блядь. Какой рукой пиздить будешь? Правый, левый, левый, правый. Не знаю, сам не знаю. Оп-оп-оп. Вот, он прилетел. Ладно, ёб твою мать. Мягенький. Он у учителя, блядь. Итак, счет 3. Леща на стороне Данила Поперечного. 1 лещ, 1 пидорский лещ на стороне. Но это считается за 2. У меня 2 было. У него 2 было? Да. А кто не считает вообще? Нет, типа 3-2. 3-2. сейчас всё Ну, правильно. 3-2, все нормально. Один нормальный, один пидорский. 5-й раунд. Да я от тебя жалею Данилы просто. Рыжего, Хрыща Поперечного. Я был хлыстом. Только не плачь. Твой ход. Я нажал. Ну, Вот. у тебя торчала пимпочка. У меня всегда торчит пимпочка. Но я только шарики видел. Я могу показать пимпочку. Давай. Смотри. Почему тебе не смешно? На жену мою бывшую похоже. Так это она, может, и есть. Покажи еще раз. Не то показывай, вот же она. Вот. Тебя не веселит, что Руслан опустился до уровня, чтобы прям... Очень зря я это сделал. Если я честно, понял. мне было это приятно. Как будто он монтажник твоего члена. Знаешь, как... Который Монтажник? опускается вот так, как машины чинят. Это механик называется, братан. Механик хуя, Яичник. ну, Яичник? Яичник. Нет. Было? Нет. Было? Не было. Не слышал? было. Не было. Ничего не было. Ничего Никто не было. слышал. Вы сука. Мы проверяем у Ничего не звукорежиссера. было. Ничего не было. Тем временем время закончилось. Серьезно? Да. Блять! А как ты думал, друг? Ладно, хорошо. Не Итак. понравился тебе пидорский лещ? Только кулаком не бей, блядь. Счет равняется. Не мне, не я говорю про пидорского леща, вот эти злые ребята. Мил человек. Ладно, давай, пизди. Ох, блядь. Прости, пожалуйста. Прости. Итак, ваши впечатления на данный момент от игры? Очень смешно. Чудесно. Мне не нравится. Счет 3-3. 6-й раунд. Ход Юрия Музыченко. Похлопаем. Не забывай хлопать себя так по лицу. Время пошло. За это время у тебя есть возможность засмеяться. Да, блядь, ну почему судья не смотрит? Ты же ржешь все время. Так нечестно. Так нечестно. Ты улыбаешься все время. Все время улыбаешься. Я жизнелюб. В эту минуту у тебя есть возможность помочь своему молодому товарищу. Засмейся, пожалуйста. Просто сделай это по-братски. Уступи мне победу. Тебе что она даст? Ничего. Чем злее ты, тем больше ты яйца показываешь. Мне С чего? хочу зрелищ. Я не знаю с чего. Воспитание у тебя такое дурацкое. Мне придется показать тебе уже тогда писю. Воу. Пися. Сколько у нас есть времени на Писю. показание писю? 10 секунд, Писю. чтобы показать писю. 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд. Я только детям показываю писю, я не знаю. Можно ли Я тебе? понимаю тебя, братан. Тебе нельзя? 5 секунд. Ну, пожалуйста, давай, посмейся над ней, я тебя прошу. Ну, посмейся, ну, пожалуйста. Ну, Даня, я тебя очень Время! умоляю. Бля. Твоя пися смешит только твою жену. Что ж, Данила Поперечный не получает ни писи, ни леща. Я немного писи Леща получил. получает Юрий Музыченко. Юр, ты скажи, ты же сюда просто писю попоказывать пришел, правда? Нет, походу по лицу только получать. Сложно на самом деле. Я сейчас, блядь, в свой раунд точно сольюсь. Я просто пиздеть не буду с тобой. Ребята, я предлагаю поменять тактику, потому что что-то скучновато мне. На монтаже придется блюрить дохуя. Больше пись пририсовывать придется на монтаже. Итак, Ну, мы поняли, писю не работает уже. Да, она у тебя уже давно не работает, братан. Я не должен был от этого смеяться, потому что это оскорбление, чувак. Это грустно весьма, да, согласен. А ты просто реально будешь отмалчиваться до конца?
Да я не знаю, у меня есть история про чупа-чупс. Вот, это я люблю. Я шел как-то в баню со своей дочкой. У тебя нет дочки. С твоей дочкой. Ты опять пытаешься меня оскорблять? Меня это не смешит, чувак. Ничего, с твоей дочкой нельзя гулять. Нет, тебе точно нельзя. Ну скажи это ей. Она мне названивает постоянно. Подарил телефон дочери, вот теперь, блядь, и... Даниил, ну ты что? Ну ты что? Совсем что ли? Ну давай рассказывай тогда уже. Там что-то про чупа-чупс. Так ты не знаешь Я историю из сам. первых уст ее как услышал, так тебе и транслирую. Расскажи полностью историю. Надеюсь, она за 5 секунд закончится. Ой, Че, яйца тебе резко опять показывать? Я не хочу, чтобы эта игра превращалась вот в такую ну ебанью. так получается. Окей, я лучше проиграю. Как сложно. Ребят, я его на избор возьму, все нормально. Блять, как это тяжело. Да. Просто я понимаю, что все хотят внезапных членов. Но... Внезапный член. Чё не я? А ты не сказал, что не я. Ему фраг долго расстегивать. Подожди, а он сказал, чур не мне. То есть как будто член нужно было забирать. Чур не мне показывать, типа. Нет такого правила. Какого? Даня. Сейчас Даня проиграл. У Даня... нас же 30 раундов, да, уже теперь, блядь? Ты накидываешь это. У тебя там книга лещей, да, такая, и ты пером таким Кто-нибудь читает? древним. Рыбьим, блядь. Так я, конечно, готов. Это 7-й удар и плюс 1. Сейчас 4-4. Ну так и будем идти, блядь. Просто ты победишь первый, потому что ты просто на один раз вперед. Вот и все. В этом и тактика заключалась. А, Блядь! Что же точно был самый равнодушный лещ в этом сезоне. По крайней мере, так мы запомним Юрия Музыченко. Но, возможно, он еще выйдет в Меня ж следующий козюлька раунд. выпала, блядь. Долбоеб. Ребят, а кто сейчас атакует? я. Вон. Я держу атаку. Поздравляю, удачи в новом раунде. Это 8-й раунд 3-го сезона, 1-го выпуска. До леща мы в баре Crazy Daisy в Москве. Здесь Данька, здесь Юра, здесь Русланчик. Бьем морды. Начинайте. Итак, Юра использует классическую Крусикина. Это действующая тактика. Но, с другой стороны, Данила пережил уже 2 сезона. Так Пяза, кстати, курит. Она когда курит, смотрит на уголек и вот так. Жиза какая-то, да? Та, Совмести обе пантомимы. та, 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 та. Это тот момент, ради которого вы все смотрим Данища. Взрослые дегенераты. Данечка, прости. Я очень рад, что прекратились все эти рассказы про дочек и чупа-чупсы и яйца. А Да в том-то и хуйня, что разговор был только про одну. мы перешли к пародиям на курящую женщину. Итак, Я так выдохся. это было смешно. Хватит целовать мне руки. Когда ты совмещаешь стили, это пиздец. Ты выговорился? Я не готов. Он очень смешно. Очень жалко, потому что это 9-й раунд. Да, Ильича, Предпоследний? Данила поперечит. Предпоследний раунд. Счет 5-4. По Ильичевщине пошел, да, пидорас? Прям взорвал меня, сука. Я узнаю того самого чемпиона Ильича Данила Поперечного. Сука. Очень резко, блядь. Мы можем посмотреть замедленный повтор. Ну да, давай. Это... Звук работает, ребята?
Ой, блядь. Взрослые люди, нахуй, с высшим образованием. Ребята, я бы на вашем месте перестал смеяться, потому что все серьезно. Это финальный раунд. Блядь, как смешно! Финальный Как будто склон. Ребята разминаются, это финальный раунд. Счет 5-5. Дело в том, что Данила Поперечный выиграл 5 раундов. Кто внезапного леща выиграл, напомните? Я выиграл его, я ему ебал. Ситуация в том, что Юрий Музыченко выиграл 5 раундов, Данила всего 4, но ему достался внезапный лещ. Поэтому сейчас ничья, 5-5, и мы выясним, кто же станет первым победителем в турнире «Дай леща», 3-й сезон. Чей там ход? Музыченко. Мой ход. А это последний, точно? Да, мы решаем, кто... Итак, Юрий, за вами решающий ход. Ой, блядь, не хочу, как не хочу! Если в течение следующей минуты тебе удастся размешить Данила Поперечного, ты выигрываешь. Если тебе не удастся это сделать, то леща получаешь ты и выбываешь из соревнования. Возможно, потом, когда камера выключит, ты сможешь поиздеваться над Ильдаром и тоже там, типа, побить его, но это на твое усмотрение. Я люблю его, я не бью Ильдара. Любишь, значит бьешь. Да. Начинаем. У меня комбо против тебя есть, я буду просто... Данил тоже может атаковать. Так не можешь делать. Может. Аннигуляция! Аннигуляция! Данило! А вдруг тебя старая проймет? У тебя вываливает все, братан, осторожней. Так потеряешь себя. Извините, пожалуйста. Аннигуляция! Регуляция? Аннигуляция. Ты так дочь хотел назвать, да? Это когда вот так делают. Че, думаешь, думаешь, меня это проймет? А-ка-ка-ка! Новичок Дай-леща Юрий Музыченко! Давай сюда свое лицо! Это не ему. Нет, Я не просто Музыченко. стал ближе к этому. Давай. Чуть-чуть ближе ты стал. Это достойная победа, Итак, братан. финальный лещ первого Петушиная выпуска тактика, это третьего пиздец. сезона «Дай леща». Юрий Музыченко наносит сокрушительный удар по репутации Данилы Поперечного. А сначала это начинали про педофилию, да? А закончилось о-ка-ка-ка! Давай, блядь. На! Даже не обидно такому проигрывать, парню. Поздравляю. Поздравляю, отличная победа. Вот и закончился первый выпуск третьего сезона «Дай леща». Еще раз поблагодарим участников. Спасибо вам, что смотрели. Возвращайтесь, потому что в следующем выпуске сойдутся Михаил Кшиштовский и Илья Прусикин. А пока подписывайтесь на канал и на все интересные ссылки в описании. До скорых встреч! Yeah!